Мы находимся в самом центре событий. Уже несколько минут люди за моей спиной ведут ожесточенное сражение. Мы не знаем ни кто эти люди, ни причин данного конфликта, но одно остается явным и точным. Это бой не на жизнь, а на смерть. Меня зовут Дельта Стар, и я прибыл из будущего, чтобы выполнить свою миссию. До меня дошла информация, что из прошлого прибыл некто, собирающийся уничтожить будущее. Неизвестно, как он завладел высокотехнологичным оборудованием, способным уничтожить целую галактику. Но по каким-то причинам он выбрал именно это место и время на своей родной планете Сол-3. Поэтому я прибыл сюда, чтобы остановить его. Это должно быть здесь. Координаты были переданы мне главным командующим. Полагаю, это меня ты искал, так? Ну что ж, взгляни на мое лицо, потому что это последнее, что ты увидишь в своей жалкой жизни. Приготовься умереть! Постой! Стою! Кто ты такой? Меня зовут Пещерой. И я прилетел из прошлого, чтобы уничтожить ваше будущее. Готовься, и твое время вышло. О нет! Мой нейролазер не работает без местного генератора сверхпроходимости. Компьютер, активируй защиту. Нет! Вся моя техника не работает. Кажется, я не вовремя! Брат, тварь. Что, уже уходишь? Мы с тобой еще точно встретимся. Ну учти, тогда уже будет слишком поздно. В этот раз я проиграл. Стыдно это признавать, но я недооценил своего врага и переоценил свои силы. Все, что у меня есть, все мое оружие и техника совершенно не предназначено для этого времени. У меня не было шансов. Но я и представить не мог, что Пещероид окажется так силен. Откуда у него андроиды и оружие, опережающие современное? Как он попал в это время? Что-то здесь не так. Но я не могу это выяснить, пока не буду готов к битве. В поисках способов победить своего врага я наткнулся на сведения о древних техниках боя под названием кунг-фу. Возможно, это поможет мне победить. Но это еще не все. Некий неизвестный анонимный источник дал мне наводку. В этом времени проживает некто, скрывающийся под именем Хакер. Как мне сообщили, он поможет мне в битве. Я отправляюсь к нему. Я ждал тебя. Ты хакер? А ты хорошо осведомлен. Да, я хакер. Но что еще более важно,
Я обладаю информацией. Тебе лучше присесть. Человек, называющий себя пищевоедом, действительно прибыл из прошлого. Но как? Так вот, пищероид прибыл в прошлое, но перед этим он прибыл в будущее. Для меня. Для тебя оно более близкое, чем это. Он прибыл в будущее, украл 2 андроидов и современное оборудование. Современное для будущего. Ты можешь спросить, почему об этом инциденте ничего не известно. Это легко объяснить. Дело замяли. Могло бы возникнуть слишком много вопросов, главным из которых является, откуда у него машина времени. Но здесь мои нити обрываются. И что нам дальше делать? За этим ты здесь. Вернее, нет. За этим я и позвал тебя сюда. Меня не зря прозвали хакером. Я один из первых узнал о прибытии пищероида и почти полностью проанализировал все его оборудование. Так что я смогу тебе помочь. Но нам нужно действовать сообща. Я могу отключить все оборудование, которое у него есть, включая андроидов, но лишь на короткий промежуток времени. Именно в этот промежуток ты и должен нанести удар. А я буду выкачивать энергию из всего, что у него есть, включая андроидов. У тебя есть план атаки? Да. Пока я был здесь, я изучил древнее боевое искусство кунг-фу. Я уверен, я смогу победить пищероида. Отлично. Когда он достаточно ослабнет, всего накопленного заряда должно хватить, чтобы активировать луч, который переместит его обратно в прошлое. Я использую твою машину времени, которая захватит его координаты и переместит его обратно в прошлое. Звучит отлично. Должно сработать. Но все же, где он достал машину времени? Ты помнишь, где ты оставил свою машину времени? В лесу. И ты не спрятал ее. Нет. Вот тебе ответ на твой вопрос. После победы над тобой пищероид нашел твою машину времени, переместился в прошлое, дал ее самому себе, после чего один вернулся в настоящее, а другой отправился в будущее. Ну как? Я не понимаю, кто из них это начал. Ха, курица и яйцо. Она вечная загадка. На деле простая игра в слова. Важно лишь то, что дает название куриному яйцу. То, что внутри него, или то, что его произвело. Но люди любят все эти бессмысленные загадки, дилеммы, все, чтобы хоть на миг почувствовать превосходство над оппонентом. Все это мелочи и ерунда. Время здесь все интереснее. Мы привыкли воспринимать время линейно, но уже сам факт путешествия во времени и твоего присутствия здесь опровергает данный подход. Гораздо логичнее, проще воспринимать время как продолжение пространства в другом измерении, непостижимом для нас. Все, что произошло, все, что может произойти, все уже предопределено. Можно чертить сколько угодно линий, но это ничего не изменит. Это вгоняет нас в экзистенциальный кризис, но твой враг слишком глуп, чтобы это осознать. Ему чужды абстрактные рассуждения, дилеммы, загадки и все прочее. Возможно, этим он силен. Подожди. Но если все предопределено, разве имеют значение наши действия? А как же свобода воли? Я знаю, что я должен сделать выбор. И если я этого не сделаю, ситуация сложится совсем иначе. Но так ли ты уверен, что ты вообще делаешь выбор? Или это твое сознание рисует подобную интерпретацию, чтобы проще воспринимать реальность? Так ли ты вообще уверен, что можешь поступить иначе? Я не знаю. Но я точно знаю, что сейчас мы можем победить. Это хорошо. В таком случае, удачи.
Да, теперь самое время вернуть себя. Что замечательно! Что происходит? Мои андроиды! Мы находимся в самом центре событий. Уже несколько минут люди за моей спиной ведут ожесточенное сражение. Мы не знаем ни кто эти люди, ни причин данного конфликта, но одно остается явным, точным. Это бой не на жизнь, а на смерть. Подождите, кажется, кое-что происходит. Как? Как это возможно? Последняя атака. Давай! Твое время вышло. Что только что произошло? Скажите, кто был этот человек? Боюсь, я пока не могу раскрывать эту информацию. Она засекреченная. Я не могу ее рассекречивать. Но пока я тут, вы в безопасности. Скажите хотя бы, кто вы? Я Дельта Стар, темпоральный агент из будущего. И пока я здесь, у вас есть будущее.